Поступил запрос от зрителя найти место гибели президента Кеннеди. Я уже получал несколько таких заявок. Место достаточно популярное, но давайте сделаем это видео, пускай оно будет на моей странице. Вот он, Джон Фиджеральд Кеннеди, 35-й президент США, трагически погиб 22 ноября 1963 года в возрасте 46 лет. Все это произошло в Далласе, в центре города. Найти это место достаточно просто. Находим в центре вот такую вот развязку автомобильную. И здесь как раз таки есть улица Элм-стрит. Тут-то все и произошло. Уже сверху из космоса видно даже место трагедии, да, вот этот крестик. Он всегда здесь был с момента этого всего произошедшего, и постоянно его подрисовывают. Когда-то это один крестик, когда-то два креста. Вот в 25 году был один крест, в 23 году тоже один. Да? Ну, то есть вот можно по истории посмотреть. Иногда здесь рисуют два креста, потому что выстрелов было два. Выстрелы происходили вот отсюда, из здания книжного склада. Здесь работал как раз-таки Ли Харви Освальд, который был единственным подозреваемым, бывший морской пехотинец. Вот, его задержали, и, соответственно, он был обвинен в этих преступлениях, но его не успели осудить, потому что он тоже, получается, погиб. После этого, да, ну, я не буду углубляться в историю, потому что это не мое дело, вот, и не для этого я создавал эту страницу, да, но как бы вот показать место я его показал. Координаты будут в описании, но что меня в этой истории так немножко заботит, да, и озадачило в свое время и заинтересовало, это история с бабушкой леди. Она так и называется, бабушка леди эпизод. Из хроники были съемки, когда вот все это вот момент, когда все произошло, на кадрах попалась вот эта бабушка в платке, которая что-то снимала. Вот такая фотография, да, тут уже полицейские бегут, едут. И вот такая фотография, где она уходит с этого места, да, почему ее прозвали бабушка леди, потому что она была в платке, и подумали, что она, ну, так в России носят, да, платок на голову повязывают, видимо, в 60-е годы в Америке так не носили платки. Поэтому у нее как бы такое прозвище бабушка леди. Дело в том, что ее так и не нашли. По сути, она была единственным таким свидетелем, который был ближе всех к этой трагедии. И ее искала вся Америка, но так и не нашла. Это такая вот мистификация с середины прошлого века. Кто же была эта женщина и почему ее не смогли найти и куда она исчезла после того, как все произошло. В общем, если вы что-то про это знаете, то скажите, да, в тот момент, когда я интересовался этим вопросом, ее еще не нашли. Поэтому вот оно, это место, координаты в описании. Спасибо зрителю за запрос. Если вы хотите поддержать меня в моей работе, вы всегда можете это сделать. Все ссылки будут в шапке профиля. Каждый раз, когда смотрю Перу, удивляюсь, насколько четко переходят тропические джунгли в горы. Такой строгой линией, да, вот идет непролазная зелень, раз, и все, она заканчивается, строгая такая линия начинается гор. Но я собрал вас не по этому поводу. Я хочу вам рассказать про вот такую вот штуку. Это называется Радужная гора или Виникунка в Андах. Это уникальная разноцветная горная вершина, высота которой достигает более 5000 метров. Это популярнейшее место для трекинга и туризма в Перу. Открыли ее в 2016 году, вскоре после того, как на вершинах этих гор растаял снег из-за изменения климата. Давайте сейчас найдем эту гору на карте. Вот у нас есть город Куско, вот здесь. Идем направо до того момента, пока не упремся вот в такие красные горы. Именно здесь и находится эта самая Радужная гора. Здесь можно уронить человека, можно посмотреть качественные фотографии. Ну, например, вот сюда мы это все сейчас сделаем, и посмотрите, какая красота. И нам открывается просто полный обзор на эту гору. Уникальная окраска в виде красного, желтого, зеленого и белого цветов создана залежами минералов. Разноцветные слои формировались миллионы лет из осадочных пород, окисленных минералами. То есть дождь падал, все это окислялось. Да? Железо дает красный цвет, медь зеленый, лимонит желтый, а песчаник белый цвет дает. Давайте еще посмотрим другие фотографии. Можно нажать вот сюда и посмотреть уже качественные фотографии, снятые с неба, например. Вот такая фотография есть. Да, или вот такие фотографии тоже вот издалека. Давайте ее оставим. Да. Лучшее время, чтобы посетить это место, считается период с апреля по октябрь, чтобы избежать дождей и получить лучшие виды, как вот, например, на этих фотографиях. А то можно получить вот это, например, да, если приехать не в сезон, и вы не увидите тогда тех богатых цветов, которые были заявлены в рекламе этого тура.
или этой горы. Но вот если вы попали в удачное время, то, соответственно, вы будете в солнечную погоду видеть вот такие цвета. Должен предупредить, да, что добираются туда целый день и нужна акклиматизация. Вот такая вот точка. Здесь есть еще несколько точек обзора. Можно с другой стороны на это все смотреть, да, но в принципе вот такая фотография тоже. С животными можно сфотографироваться. Это вот когда облака вышли, но тем не менее цвета видны. Тоже все очень красиво. Координаты этого места будут в описании. Обязательно пройдите и сами его изучите. А также вам домашнее задание на дом даю. Здесь вот есть рядышком еще Красная долина. Но ее вы уже самостоятельно посмотрите. Тоже место красивейшее. Все, всем спасибо за просмотр. Если вам нравится то, что я делаю, вы всегда можете меня поддержать. Все ссылки в описании. Узнаем мир вместе. Многие в комментариях просили меня рассказать про последнее место этого человека. Я попробую сейчас мягко все это рассказать и показать, а прочитать его историю вы либо можете на многих ресурсах в интернете, либо вы уже ее знаете, чем он занимался и чем промышлял. Это, конечно же, Пабло Эскобар. До сих пор является одним из самых жестоких, известных и богатых преступников в истории. Из-за своих преступных деяний он уже в 30 лет стал чуть ли не самым богатым человеком мира. Много там всего он делал, да, в Колумбии, и осенью 93 года его империя начала распадаться. Полиция начала прямую охоту на него, тем более, что у Эскобара на тот момент был статус сбежавшего преступника. Причем сбежал он из тюрьмы, которую сам и построил. Давайте мы переместимся в Колумбию. Город Медельин, все это произошло. Найти то место, о котором я говорю, достаточно легко. Нужно нам найти стадион. Здесь вот этот вот Атанасио Гирардот Стадиум. И здесь рядом с ним есть такая вот зеленая зона. Вот она. Мы идем по ней и упираемся в последнюю улицу. Вот это Каррера 79А. Это то самое место. На следующий день после своего 44-летия, а именно 2 декабря 1993 года, он совершил звонок семье, по которому его и вычислили. Дом окружили, и началась перестрелка. Эскобар выскочил на крышу в попытке сбежать, но снайпер выполнил свою работу. И вот у меня есть такая вот фотография, да, вот она, этот знаменитый снимок, где полицейские, да, и вот Пабло Эскобар находится здесь. Естественно, часть фотографии я вырезал. Вот. Именно на этой крыше, да, и вот на этой крыше и закончилась жизнь самого известного преступника 20 века. Давайте же найдем эту крышу теперь здесь. Ну, нам карта сама подсказывает, да, вот написано Local de Morte de Pablo Escobar. В этом месте мы опускаем человека сюда. И вот она, та самая крыша. Вот из этого окна он выпрыгнул на нее, да, вступил в перестрелку, у него был с собой пистолет. Соответственно, снайпер ответным огнем его устранил. Вот это та самая крыша. Координаты я скину в описании, то есть те, кому было интересно, можете посмотреть. Здесь, естественно, никаких знаков, ничего нет о том, что здесь все это произошло. Но это вот она. На этой фотографии это самая крыша. Все, большое спасибо за запрос. Надеюсь, ответил на то, что вы просили. Да, если вам нравится то, чем я занимаюсь, вы всегда можете меня поддержать. Все ссылки будут в шапке профиля. Узнаем мир вместе. Республика Маврикий – островное государство в Индийском океане, которое получило независимость от Великобритании в 1968 году. В его состав входят два крупных острова. Это сам остров Маврикий со столицей в Порт-Луи и населением примерно 1,2 миллиона человек, и остров Родригес, который находится неподалеку. Он такой горный, да, и здесь живет не так много человек. Также в состав страны входит архипелаг Каргадас-Карахас и другие острова поменьше. Ну а собрал я вас здесь ради одного явления, которое очень сильно выделяет Маврикий, да, в туристическом плане, а именно подводный водопад. Вот здесь он находится и подписан на карте как Underwater Waterfall. Давайте немножко его посмотрим, и я чуть-чуть про него расскажу. Вот такое шикарное явление, да, это уникальная природная оптическая иллюзия. С высоты видно, как песок и ил вымывается в глубину, ну или в бездну, да, океана. Феномен лучше всего виден с вертолета или гидроплана.
Давайте посмотрим видео. Вот у нас есть видео, сейчас я покажу. Это вот такое. Видно, как бы, с воздуха лучше всего. Если вы планируете на Маврикии, лучше вот здесь, вот в этом отеле, снять. Полетать. Там билеты где-то 200-300 евро стоят человек. Такие где-то расценки, чтобы полететь посмотреть на вот такой вот водопад. Да, здесь получается сильные океанские течения вымывают песок с мелководья в глубокий океанский разлом. Там высота где-то от 30 до 150 метров в этом разломе. И вот песок отсюда, вот получается, под силой течения уходит туда вниз и создается вот такая иллюзия. Еще давайте несколько фотографий посмотрим. Вот такая, например, красивая фотография. Сможете сами ознакомиться. Вот видно, да, что люди летают на гидропланах и все это снимают, фотографируют. Да, ну вообще это место на Маврикии является одним из самых популярных и фотографируемых мест на острове. Это не мудрено, явление такое уникальное, и действительно хотя бы раз в жизни нужно его увидеть. Вот, познакомил вас с таким явлением, как подводный водопад на Маврикии. Ну а если мы посмотрим в окно, да, мы увидим снег и минус 9, а на этом острове сейчас плюс 28 и идет небольшой дождь. Эх, сейчас бы туда, да? Спасибо всем за просмотр. Если вам нравится то, чем я занимаюсь, вы всегда можете меня поддержать. Все ссылки есть в шапке профиля. Узнаем мир вместе. Ко мне за помощью обратился режиссер Булат Сабитов. Он скинул мне вот такой вот кадр из фильма и попросил меня найти то место, где это находится. Фильм японский 99-го года, называется «Кикуджира». Это его любимый фильм, и он хочет посетить это место, когда поедет в Японию. Без проблем, я ему помог, достаточно быстро все это нашел и хочу сейчас показать вам, как это у меня происходило. Для начала давайте полистаем немножко кадры, чтобы посмотреть, с чем работать. У нас вот есть остановка, но это, как оказалось, декорация. Есть вот такая дорога, которая от нее идет, да, так немножко с пригорком. Есть столбы, есть поля, которые граничат с деревьями. Есть некий заезд перед этой остановкой. И в некоторых кадрах видно, что за этой остановкой вот здесь есть забор. А это значит, что там есть некая какая-то огороженная территория, где, которая нам поможет это все найти. Соответственно, я из открытых источников узнал, что съемки происходили в городе Таяхаси, недалеко от океана. Соответственно, под мое внимание попала вся прибрежная линия вот в этой красной зоне. Я начал сканировать все участки на наличие каких-то прямоугольных объектов огороженных, и чтобы деревья граничили с полями. И также нас интересовала проселочная дорога, а не вот эта магистраль, например, дорога большая. То есть здесь я ничего не нашел подходящего, да, здесь в принципе все квадратное, прямоугольное, но дома не подходят, теплицы не подходят, еще какие-то здания прямоугольные тоже не подходят. И вот я вот так шел по прибрежной линии, пока не дошел до вот этого изгиба дороги. Я начал сканировать эту местность, и мне сразу же бросилось в глаза вот этот квадратный объект. Да, и у меня начало немножко складываться. Во-первых, есть забор, вот он. Во-вторых, есть столбы, которые мы видели на кадрах, есть заезд. И у меня начало все складываться. Я уронил сюда человека. И понял, что это то самое место. Вот же оно. Вот эта дорога с пригорком в обе стороны. Вот этот заезд, вот этот забор. Остановка стояла вот здесь в траве. Это была декорация. Давайте еще раз посмотрим. Попробую вам найти те самые кадры. Вот она гора. Вот, в принципе, похоже. Вот она гора. И вот мы на нее смотрим. То есть это вот оно. Эти столбы, растительность, пригорок. Все сходится. Я скинул координаты Булату, он подтвердил, это действительно то место. Поэтому теперь он знает, куда ему ехать. Вот, я рад был ему помочь, спасибо большое ему за запрос. Но если вы хотите меня поддержать как автора, вы всегда можете это сделать. Все ссылки есть в шапке профиля. Узнаем мир вместе. Пришел запрос от зрителя найти виадук Гленфинан. На первый взгляд непонятно, что это такое, но как только вы его увидите, вы сразу его узнаете. Вообще виадук Гленфинан – это бетонный арочный виадук, который находится в округе Хайленд, Шотландия, рядом с одноименной деревней. Она же, в свою очередь, находится на севере озера Лох-Шилл.
Перемещаемся. Великобритания, Шотландия. Находим город Глазго. На секундочку, 4-й город по населению в этой стране. Уступает он только Лондону, Бирмингему и Лидсу. От него идем на северо-запад, ищем Форт Уильям. От форта Уильяма налево до деревни Гленфинан. Именно здесь-то и находится тот самый виадук. Его длина 380 метров, высота конструкции 31 метр, а количество пролетов у него 21, что делает его самым длинным в Шотландии. Давайте же на него посмотрим и сразу поймем, что это такое. Вот такой вот виадук. Такие вот здесь есть фотографии на нем приложены. Можно посмотреть его с разных сторон. Вот с этой стороны, но здесь видео, да, вот красивая фотография, например. Давайте еще человечка поставим. Здесь можно тоже в разные места это делать и посмотреть. Вот такая точка обзора тоже есть, очень красивая. И у них здесь две точки обзора, одна East, другая West, да, то есть восток и запад. Вот, давайте с запада посмотрим. Вот такая фотография. Вот такой вот виадук. Из-за своей фотогеничности он часто принимал участие в съемках фильмов в 90-х годах и начале 2000-х. Но наибольшую известность ему принесли, конечно же, 4 фильма из серии о Гарри Поттере. Ведь дорога в Хогвартс проходила именно через этот виадук. И давайте освежим в памяти сцену из этого фильма. Вот, помните, да, вторая часть Гарри Поттера, тайная комната, Рон с Гарри летят на машине прямо по этому виадуку. И получилось так, что они обогнали поезд, и он сейчас будет сзади. Вот, в 4 фильмах этот виадук был показан, да, вот во втором тоже его так ярко показали. Вот здесь даже у совы глаза расширились, интересно, тоже так сделали. И вот они по этому виадуку и как бы едут, получается так. И, к слову сказать, была выпущена еще и банкнота с этим виадуком в 2007 году на 10 фунтов. Вот, спасибо зрителю за запрос, ну а если вам нравится то, чем я занимаюсь, вы всегда можете меня поддержать, все ссылки будут в шапке профиля. Узнаем мир вместе. От подписчика пришло задание, как он думает, невыполнимое. Ну что же, без проблем его сделаем, все очень просто решается. Давайте зачитаем ключевые моменты. В 2012 году человек работал в Магаданской области, около 100 километров в радиусе у него было месторождение кварцевая сопка. И вот они ездили по лесу и увидели заброшенный поселок, который назывался Старт. Ну, как ему сказали. Вот. Все было опечатано, брошенная посуда на столах и так далее. В общем, он хочет его разыскать. Без проблем давайте это сделаем. Мы перемещаемся на Колыму. На Google картах этого там ничего не видно, там все в пикселях. Поэтому будем работать на Яндексе. Вот она Колыма, вот Магадан. Нам вот сюда, Северо-Ивенский муниципальный округ. Здесь и находится указанное моим зрителям место рождения. Вот это вот кварцевый, видите, написано? Вот, рудник, сопка кварцевая. Вот это он. Поскольку он был где-то рядом, да, и видел заброшенный поселок, то, соответственно, долго искать не пришлось. Просто опускаемся чуть-чуть вниз, тут разница 12 минут на машине. Вот он. Если вот здесь приглядеться, мы видим заброшенные дома. И что мы видим? Написано Ур-Старт. Это переводится как урочище Старт. Раньше это был поселок, сейчас это урочище, потому что он заброшенный. Вообще Старт — это поселок в Магаданской области, образованный в 1972 году в связи с развитием работ на Ивенском золоторудном месторождении и открытием нового месторождения. То есть, как я понимаю, вот это вот месторождение было новое в свое время. Вот, в 70-е годы здесь проживало около 600 человек, и это был пик населенности. Пару слов еще про этот поселок расскажу, что в связи с таким большим количеством людей в этом поселке были открыты 2 магазина, столовые, пекарня, здравпункт с врачом, отделение связи, сберкасса была, библиотеки, 2 помещения для просмотра фильмов и даже детский сад на 50 мест. Но в 1979 году поселок был закрыт. И вот здесь-то мы как раз-таки можем обратиться к видео, да, и посмотреть, как выглядит этот заброшенный поселок. Вот аэросъемка, видно все дома, все заброшено, все развалилось. Вот. Старожилы говорили, что это случилось из-за того, что на месторождении нашли уран, вследствие чего увеличился радиационный фон и все съехали.
Официальная версия закрытия старта – это перенос базы геологоразведки в другое место, и еще были версии, что все это закрыли в связи с нерентабельностью разработки. Координаты будут в описании. Вот в таком состоянии сейчас этот поселок, мы его нашли. Вам спасибо за заказ. Поступил запрос от зрителя найти место финальной сцены из фильма «Достучаться до небес». Шикарное предложение, давайте это сделаем. Но сначала пару слов про сам фильм. Фильм это немецкий, 1997 года. В главных ролях сыграли Тиль Швайгер, вот он, и Ян Йозеф Лиферс, вот этот вот человек. Я изначально, когда увидел постер к этому фильму, думал, что это Роберт Дауни-младший, но, естественно, это не так. Режиссер Томас Ян. Если вы не смотрели этот фильм, выключайте видео, не будем спойлерить. Если смотрели, напоминаю сюжет. Двое парней знакомятся в больнице после того, как узнают, что оба смертельно больны. Они распивают бутылку горячительного и выясняют, что Руди, вот этот вот Руди, никогда не видел моря. Они сбегают из больницы, и начинаются их приключения на пути к этому самому морю, потому что на небесах без этого никуда. И давайте же найдем это место. Вот, нам нужны Нидерланды, город Амстердам, идем на север. Здесь нас интересует остров Тексел, на нем-то как раз и происходили эти съемки. Вот он, этот пляж, и, соответственно, вот эта тропинка, здесь несколько тропинок, но вот конкретно вот это ведет на ту самую локацию, где происходили съемки. Человечка, к сожалению, здесь мало где можно уронить, есть всего лишь несколько фотографий, но, тем не менее, можно посмотреть. Вот та самая тропинка, по которой они спускались. И есть еще фотография вот ближе, да. Вот рядом с ней была съемка, вот она, эта тропинка. И третья фотография, это получается вот, саму тропинку, фотку, по которой они спускались. Давайте освежим сцену из фильма. Да, вот она, эта сцена. В финале герои бредут к морю, смотрят на волны, и Мартин падает замертво. Вот они бредут, да, вот они стоят, молча смотрят, потом Мартин садится на песок, и потом, соответственно, он упал на бок. Да, вот она, эта знаменитая сцена. Вот здесь это все происходило, соответственно, координаты этого места будут в описании, а закончить это видео я хочу следующей фразой. На небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах. И еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в тишине. Спасибо зрителю за заказ. Если вам нравится то, чем я занимаюсь, вы всегда можете меня поддержать. Все ссылки в шапке профиля. Узнаем мир вместе. Всегда приятно гулять по европейским городам, а еще более приятно уйти немножко за город и найти что-то удивительное там. Страна Дания, город Копенгаген. Уходим немножко на север от столицы этой страны. Нас интересует поселок Нерум. В нем есть две улицы, участки на которых особой овальной формы. Вот, я до определенного момента никогда в жизни такого не видел, но вот то, что есть, оно как бы есть. Этот район существует более 70 лет и считается вообще вот этот поселок одним из самых необычных поселков Европы. Такой район выглядит неповторимым на фоне окружающих его многоквартирных домов. Вот они, эти дома многоквартирные, рядом с этими участками. Давайте посмотрим. Человека здесь опустить можно. К сожалению, снимки апрель 2019 года, поэтому мы всю зелень не увидим, да, если опустим сюда человека. Ну, вот они, эти участки, они небольшие, на них располагаются какие-то домики, возможно, это чья-то дача, кто-то наверняка здесь живет. И вот так это все выглядит, можно немножко прогуляться, посмотреть. Но лучше всего выглядит это дело с воздуха. Вот, например, такая фотография этих участков. Вот они, дорожки к этим участкам, и вот так вот живые заборы себя проявляют, когда расцветают и зеленеют. Эта идея вообще Карла Теодора Соренсена, известного в свое время ландшафтного дизайнера. Он спроектировал 40 участков, и в 1948 году строительство было закончено. Ну, а сейчас я, кстати, насчитал 47 участков здесь, поэтому, видимо, их количество увеличилось с годами. Вот. Размеры этих овалов примерно 15 на 25 метров, то есть, по сути, наши российские 4 сотки. Ну, картошку, конечно, здесь не посадишь на таком участке, но хватает, чтобы развести теплицу, какие-то деревья, да, вот мы видим, есть и теплицы у людей, и грядки,
и клумбы, и все такое прочее. Вот, вдоль участков высажен подстригаемый живой забор, и все занесено травой. Еще, кстати, один важный момент, одна важная особенность: сюда нельзя проехать на автомобиле. И получается, что на территории всегда чисто, уютно и все зеленое. Вот мы видим, что машины стоят по краям, на подъездах к этим улицам. Вот ставят машины здесь, ставят машины вот тут, да, и вот здесь пару машин, может быть, работники какие-то. Вот. И, кстати, у людей огороды, что интересно, огороды, видимо, вот здесь рядышком находятся. То есть, если хочешь себе посадить помидоры, огурцы, вот рядом наверняка ты владеешь куском земли, можешь сажать все, что хочешь. В общем, вот такой вот район, координаты его будут в описании, проходите, посмотрите сами, погуляйте здесь. Вот, и большое вам спасибо за просмотр. Если хотите меня поддержать, все ссылки есть в шапке профиля. Узнаем мир вместе. Поступил запрос от зрителя показать Калязинскую радиоастрономическую обсерваторию. Ну что же, давайте с удовольствием это сделаем. Это даже будет эпизод 2 в одном. Как найти это место? Город Москва, идем на север в Тверскую область. До реки Волги доходим, здесь есть город Калязин. Тут-то все и находится, рядом с деревней Толстоухово. Вот он, этот радиотелескоп, или Калязинская радиоастрономическая обсерватория, одно из важнейших научных учреждений России. Ее начали строить в 1974 году, а уже открыли в 1992. Но это место, оно известно еще кое-чем, а именно колокольней Николаевского собора. Чтобы ее найти, нужно уйти обратно в Калязин, и вот здесь вот как раз-таки на воде мы и можем лицезреть эту колокольню. Вот, этот памятник истории стоит на искусственном острове Угличского водохранилища. Вот смотрите, как это выглядит. Вот такая вот шикарная фотография. Да, герой нашего эпизода и колокольня. Колокольню построили в 1800 году при Николаевском соборе. Вот эта фотография. Вот этот собор и вот эта колокольня. Тут люди жили, сейчас здесь вода. Да, а вода здесь потому, что в 30-х годах в Советском Союзе разработали проект вышеуказанного, да, водохранилища Угличского, вот, предусматривавший расширение реки Волга, и в 1939 году старую часть Калязина затопило, и, соответственно, все ушло под воду, все дома и все. Но собор перед этим разобрали, а колокольню оставили как маяк, и теперь она является туристической достопримечательностью. Вот, сюда приходят туристы, здесь проходят какие-то даже вроде бы службы или что-то такое, и зимой можно даже, по-моему, по льду до нее добраться. Вот, но возвращаясь к обсерватории, можно сказать, что ее высота 86 метров, а диаметр телескопа 64 метра. Вот так это все выглядит. Такие красивейшие фотографии можно здесь на гугле посмотреть. И видео тут приложено, да, вот так вот все это, давать несколько снимков. Вот, например, красивый, да, строго вверх направлено, и отличный лес такой. Вот. Этот инструмент позволяет производить наблюдения за различными объектами Вселенной, такими как пульсары, квазары, черные дыры и галактики. Обсерватория эта входит в тройку лидеров по размерам в России, да, и она действует до сих пор. Напомню, кстати, да, тем, кто не знает, что самая большая обсерватория такая в России расположена в Карачаево-Черкесии. Да, радиотелескоп, можно так сказать. В Карачаево-Черкесии называется Ротан-600. У него диаметр его, вот этот вот диаметр составляет 600 метров. Вот она, так вот выглядит. Вот, надеюсь, спасибо зрителю за запрос, да, надеюсь, вам понравилось. Если вы хотите поддержать меня как автора, вы всегда можете это сделать. Все ссылки будут в шапке профиля. Узнаем мир вместе. Предположим, вы захотели погулять по Ирану, открыли его на картах и видите в пустыне вот такие вот кратеры, идущие друг за дружкой. Причем они направляются во все стороны. Вот здесь вот они где-то даже встречаются. Давайте же я вам расскажу, что это такое. Сооружение называется Кярис или Канат и находится в городе Ганабад. Вот этот город. Этому изобретению около 3000 лет, и оно является величайшим изобретением своего времени, по сути. Вот, это такая водопроводная система, способная собирать воду из-под земли и транспортировать ее в города, поэтому мы и нашли ее рядом с городом. Благодаря этому в свое время Персия смогла существовать и развиваться в условиях засушливого климата, поскольку здесь везде вокруг
Пустыня, жара, естественно, вода людям нужна. Длина Ганабадского киариза более 33 тысяч метров, и в нем 427 углублений для воды. Именно их мы и видим с воздуха. Да? Вот такая фотография есть этих киаризов, этих колодцев. Они вот по всей пустыне так расположены. Вот вблизи фотография, где ребята достают воду оттуда при помощи вот такого механизма. И есть вот, получается, схематичное изображение, как все это работает. Есть такая вот подводная река, к ней через вот такой туннель или канал подключаются, выкапывают его. Есть колодцы для того, чтобы руками можно было воду достать, и выход на зону ирригации для полива, для сбора воды и всего прочего, связанного с ирригацией этой же самой. И есть вот схематично, как это все строилось. Вот землю выкапывали и наверх поднимали. Также здесь есть туристическая зона, где изображен колодец в разрезе. Вот она. И как раз таки сюда пускают туристов. И 19 лет назад Ганабадский киариз был включен в список наследия ЮНЕСКО. Подобные сооружения также встречались и в Алжире, и в Марокко, и в Ливии, в Афганистане, и в других странах. Даже в Крыму, говорят, есть, в Евпатории. Но там, правда, армяне его строили, была информация. Вот. И стоит отметить, что Ганабадская система действует до сих пор. Видно, что вода есть, все работает. Да, и обеспечивает водой около 40 тысяч человек. Вот так это все издалека выглядит. Такая вот штука, очень интересная. Да? Если будете гулять по Ирану, будете время от времени встречать такие киаризы. Они позволяют обеспечивать водой и за счет этого жить посередине пустыни. Вон видите, сколько зеленых зон, да, это все благодаря киаризам. Вот, теперь, я надеюсь, вы знаете чуть больше про эти сооружения. Для вас это было в новинку. Большое спасибо всем за внимание. Если вы хотите отблагодарить меня как автора, все ссылки будут в шапке профиля. Поступил запрос от зрителя показать попугай. Ну что же, перемещаемся в Россию и давайте его найдем. Вот прямо сейчас уже его видно. Вот это вот небольшая зеленая точка. Но если приблизить, то размер ее, конечно же, увеличится. Так что же это такое? Попугай – это метеоритный ударный кратер в Сибири, который частично находится в Красноярском крае и частично в республике Саха-Якутия. Вот, он образовался в результате удара астероида примерно 36 миллионов лет назад. Котловину кратера, да, вот где мы сейчас находимся, вот это вот все дело, открыли в 1946 году, а его метеоритное происхождение уже после изучения породы признали в 70-е годы прошлого века. Вот. Вот такой вот кратер, да, мы здесь имеем. Посмотреть на него на картах нельзя. Здесь нельзя уронить человека, да, и нажать сюда и посмотреть фотографии. Их просто тут нет. Поэтому нужно обратиться в интернет и найти фотографии людей, которые там были. Вот давайте посмотрим, какие есть фотографии. Например, вот такая фотография, да, из этого кратера. Очень красивые виды, кстати. Вот такая, да, с руслом реки. Тоже вот видно какие-то холмы. Здесь все вот такое. И вот такая, например, фотография, да, равнина и небольшие горы здесь тоже есть. Вот где-то там вдалеке снег лежит. Вот также в этой долине, да, в этом кратере попадаются даже окаменелые останки пальм-саговников. Да, вот они, эти останки деревьев древних, пальм, да, то есть много миллионов лет назад здесь были пальмы, да, вот в том числе вот они, эти останки. И примерно вот так это все выглядело, да, много-много миллионов лет назад. Ну и вы меня спросите, да, а что-то я не вижу здесь кратера, господин ведущий, да, что-то какие-то горы, озерки, реки и равнины. Да, но я вам скажу, что диаметр кратера 100 километров, а глубина около 200 метров. Да, и это только на первый взгляд кажется, что здесь кратера не видно. На самом деле кратер вот такой. Вот. То есть вот это вот все 100 километров. Да, что делает его самым крупным кратером ударным в России и 4-м в мире. Да, напомню, что первое место занимает кратер в Редерфорд в ЮАР. Вот, он 300 километров в диаметре. Вот, территория кратера практически не заселена. Здесь есть один небольшой поселок Попугай, да, в котором живет там около 200 с чем-то человек. И, соответственно, они являются долганами, да, тюркский народ, коренное население полуострова Таймыр.
Вот такой вот рассказ про кратер Попегай. Да, надеюсь, вам понравилось. Большое спасибо зрителю за запрос. Пришел запрос от зрителя, нужно найти переезд из первого «Форсажа», да, где снималась финальная сцена, когда два главных героя на перегонки ехали, им нужно было опередить поезд. Давайте же посмотрим на карте, где это все находится. Вот, нам нужно переместиться в Лос-Анджелес и дальше вниз на Лонг-Бич. Этот город такой рядом с Лос-Анджелесом, ну, который его поглотил, по сути. Вот, и здесь вот есть остров Терминал. Как раз-таки тут все это и произошло. Вот в этом вот месте. У меня есть уже опущенная точка сюда. Вот. Давайте посмотрим сцену из фильма, как она начинается. Вот главные герои начинают подъезжать. Вин Дизель, да, Пол Уокер. Фильм «Форсаж», 2001 год. И вот они подъезжают и встают вот здесь на стоп-линии. Уже все за 26 лет поменялось. Уже этих зданий нет, кранов нет. Я только по столбам и по заезду на территорию определил эту точку. Да, сейчас я вам ее покажу. Вот эти два столба, там вот деревья на заднем плане, кранов нет, ничего нет, а вот он заезд есть. Да, то есть видно, что раньше был заезд куда-то, сейчас здесь ничего нет, потому что все снесли. Вот. Давайте продолжим смотреть сцену дальше. Вот они тут общаются, да, и потом они поехали, разогнались. Медленная съемка, закись азота, поезд едет, шлагбаум закрывается. Знаменитые переглядки друг с другом. И вот он поезд, и они его успешно пролетают. Вот такая вот сцена, да? Вот на этом плане видно прекрасно, что здесь какой-то дом на заднем плане, вышка тоже из-под крана. То есть, ну, а на самом деле этого ничего нет. Давайте посмотрим на этот самый железнодорожный переезд. Вот он так выглядит, именно здесь-то и все произошло. На ту сторону сейчас уйдем. Вот, видите, здесь задний план уже совершенно другой. Вот этот дом, который был на этой сцене, да, вот он. Я не знаю, каким образом они его приблизили так вот четко, потому что он вдалеке находится. А вот этой вышки, вот этого крана уже тоже давным-давно нет. Вот, видите, тут просто уже столбы и все. А так вот он, этот переезд, да, это пересечение был Эрл-стрит и Терминал Уэй. Именно здесь все и снималось. Вот, координаты этого места будут в описании. Большое спасибо зрителю за вопрос. Ну а если вам нравится то, чем я занимаюсь, вы всегда можете меня отблагодарить. Все ссылки будут в шапке профиля. Это видео является продолжением моего недавнего видео, которое называется «Неизвестный самолет в тайге». Вот, вы были правы, действительно, в комментариях развернулась огромная такая беседа, да, видео набрало почти 4 миллиона просмотров, и давайте же сейчас подведем итоги. Во-первых, всех порадовало вот это озеро, которое похоже на собачку, да, ну и сам самолет, который приземлился в лесу. Действительно, это Ан-30, который летом 2022 года совершал коммерческий грузовой рейс из Якутска в Оленек. Вез он 6 тонн груза, да, в основном продукты, и на борту было 7 человек. Вот, к счастью, все выжили. Вот, и ко мне в редакцию поступили фотографии и видео, которых вы не увидите в интернете. Вот, с разрешения владельца этих кадров и снимков я публикую сейчас этот материал, так что я получил разрешение, и вы сейчас все увидите. Давайте посмотрим, да, вот, соответственно, первая фотография — это хвостовая часть самолета, да, это вот двигатели побитые, помятые деревьями. Да, это вот хвостовая часть, тоже есть фотография. Это кабина самолета, такая вот она разбитая. Вот тоже задняя часть самолета, да, вот у него крылья тоже здесь отлетели, и их вот тут видно, вот они, да, эти части лежат здесь. Ну и также у меня есть видео, которое попросили воспроизвести без звука. Вот мы видим кадры. Как вот это снимали те, кто разгружал этот самолет, да, там коробки в начале были. Вот, и, соответственно, вот человек показывает, как это все происходило тогда, получается, 4 года назад, когда они разгружали этот самолет. Вот он его обходит, вот винты лежат самолета, да, вот его кабина. Ну, качество плохое, но ничего страшного, основное все видно.
Вот. И вот человек заглядывает в кабину, да, этого самолета. Вот так здесь все выглядит. Вот. Это уникальные кадры, которые никто не видел, и они не были выложены в интернет раньше, я так понимаю. Ну вот и нам показывают двигатели разбитые тоже. Так, время у меня кончается. Давайте я еще фотографию покажу изнутри самолета. Вот так это выглядело в момент аварии, когда ребята пришли разгружать. Вот. И еще у меня есть видео, получается, снятое с крыла самолета. Да, вот оно такое. Вот он, этот след, который мы видим из космоса. Вот такие кадры ко мне поступили. Да, большое спасибо зрителю за то, что их предоставили. Вот. И дело закрыто. Если вам нравится то, что я делаю, вы всегда можете меня поддержать. Все ссылки в шапке профиля. Спасибо. Это видео является продолжением моего прошлого видео, которое называется «Самолет на дне залива». Помните, я вам показывал, что вот, да, как будто бы под водой находится самолет. Да, зрители еще обнаружили лодку вот здесь вот плывущую. Тоже как будто бы под водой. Это видео, если вы не смотрели прошлое, посмотрите, да, а в этом видео я дам вам ответ. В комментариях все молодцы, все написали, да, что это действительно летящий самолет, там и тень видна, и разрушений никаких нет. Все верно, отгадку я нашел на Google Земле приложении. Вот оно. Вот те же самые координаты, тот же самый самолет. Вот. Это просто получается глюк системы, потому что если мы отмотаем назад до 24 года, видите, я нажал часы, и сразу же самолет пропал. Ну, допустим, это какая-то штука такая непонятная. Дальше отматываем. 10 октября 24 и апрель 24 года. Вот он, этот самолет. Это прям чисто он. Двигатели такие же. Вот это вот элемент кабины, да, мы видим стекла передние на самолете. Это тоже они. Вот, выбрав здесь, посмотрев на карте, мы увидим те же самые темные очертания, те же самые двигатели. Вот он ответ на этот вопрос. Да, это действительно летящий самолет, который просто 2 года уже глюком висит на Google картах. Вот, то есть в 24 году он летел, и вот до сих пор он как такая пасхалка на карте остался. Вот, ну и если мотать чуть дальше, по-моему, мы эту лодку тоже увидим на каких-то кадрах, которая тоже пропала. Или не увидим. А, вот увидели лодку, вот она. Да, это октябрь 24 года. Тоже вот эта лодочка, она здесь вот в таком виде сформировалась. Вот, в общем, такой вот ответ на вопрос, да, что с этим самолетом на дне залива. Действительно, это летящий самолет. Всем большое спасибо за участие. Вот она, разгадка, которую все так ждали. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете всегда меня поддержать. Все ссылки в шапке профиля. Узнаем мир вместе. Обратился зритель за помощью, давайте прочитаем его запрос. Как-то раз разглядывали китайскую стену и наткнулись на буквы, белые среди гор, вот огромные иероглифы. Точно помнят, что Китай, сколько ищут, не могут найти. Без проблем, давайте найдем, все это делается очень быстро. Находим Пекин, идем на север. Здесь знакомые нам места, Мутьянвэли, вот это вот. И здесь вот есть вот это место, вышка, где снимался карате-пацан. Его тренировки с Джеки Чаном, да, это было именно вот здесь, вот на этой стене. Видео об этом есть у меня на странице, можно посмотреть. Да, а белые буквы находятся недалеко, буквально вот чуть-чуть по стене проходим, и, видимо, вы видели вот эти иероглифы, да, белые на склоне. Вот это они. Интерпретировать эти иероглифы можно как лозунг, да, здесь написано «Лояльность Мао». Вот, ну это такая вот интерпретация я нашел, да, если вы знаете китайский и можете читать иероглифы, можете написать свою интерпретацию, что же здесь написано. Вот они, эти буквы, находятся здесь, координаты будут в описании. Да, ну а Мао это, естественно, Мао Цзэдун, китайский политический деятель, основатель Китайской Народной Республики. Вот его, скажем так, статуя молодого Мао в Чанше. Вот такая вот молодой Мао был, да, вот такая шевелюра у него была. Вот, это первый председатель Центрального комитета Коммунистической партии, да, родился он в 1893 году, а умер в 1976. Погребен в мавзолее своего имени
имени Мао Цзэдуна. Вот, на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Вот она, эта площадь, и вот его мавзолей. Давайте быстренько человека куда-нибудь кинем и посмотрим. Да, огромная площадь здесь. Вот, и вот он, собственно, мавзолей вот здесь вот. Такая вот стела здесь тоже с китайскими иероглифами. Давайте получше фотографию какую-нибудь найдем. Может быть, вот это. Ну, да, она покачественнее. Вот, ну, в общем, вот такая огромная площадь, да, то есть сейчас у нас с Китаем безвизовый режим, да, можно поехать и посетить и мавзолей, и эту площадь. Вот, ну, мавзолей, не знаю, пускают или нет, но, по крайней мере, здесь побывать можно. Вот, спасибо большое зрителю за запрос. Если вам нравится то, что я делаю, вы всегда можете меня отблагодарить. Все ссылки находятся в шапке профиля. Узнаем мир вместе. Пришел запрос от зрителя найти площадку в фильме «Парфюмер», где в конце фильма он бросает платок. Прекрасно знаю эту сцену, смотрел этот фильм раза 2 или 3. Шикарная картина, мне очень нравится. Давайте же это сделаем. Из открытых источников понятно, что часть сцен снималась в Барселоне, в том числе и финальная. Вот, и чтобы нам найти то место, где все это снималось, нужно было найти прямоугольную площадку с красными крышами. На это ушло не так много времени, вот, и вот сама Барселона у нас, и здесь вот есть зеленая зона такая. Здесь находится Олимпийский стадион и исторический ботанический сад, и также много других разных объектов. И вот здесь чуть выше есть испанская деревня, тогда Побле Эспаньол де Барселона. Как раз таки вот здесь и происходили съемки, да, фильма «Парфюмер», который был выпущен в 2006 году, режиссер Том Тыквер. Вот, в фильме снимались английские актеры Бен Уишоу, да, в роли Жана Батиста, а также Алан Рикман, да, который известен по роли Северуса Снега из Гарри Поттера. Он играл Антуана Риши. Вот. А также здесь был американский актер Дастин Хоффман, да, который играл Джузеппе Бальдини. Вот так вот. Давайте посмотрим это место. Вот оно. Да, именно вот здесь все и происходило. Ну и давайте кадр из фильма посмотрим. Во-первых, это мем, да? Ангел. Что это не человек, это ангел. Это не человек! Это же ангел! Вот, это же не человек, это ангел. Это каждый из вас, кто смотрит мои видео. И вот, соответственно, вот он, общий план, да, и мы видим вот это здание. И вот, собственно, это оно. Да, мне что интересно, что они вот эти часы замазали на постпродакшене. Вот они, да, часики. Вот, замазали их. И вот он здесь потом бросит платок, и его признают невиновным. В общем, такая вот история, да. И вот видно, башня вот здесь стоит. Это как раз-таки башня, которая находится вот здесь. Вот она. Да, ну ее тут не видно, но это вот она, эта башня. Так что вот это место, да, его координаты будут в описании. Переходите, смотрите. Вот, можете ознакомиться, если планируете путешествие в Испанию или в Барселону, в частности, да, можете посетить это место и побывать на месте съемок этого фильма. Вот. Ну, кстати, я бы его назвал «Запах женщины». Этот фильм, да, и «Парфюмер», мне кажется, по контексту не очень подходит, но это мое мнение. Вот. Но «Запах женщины» у нас есть, знаменитый фильм 92 года с Аль Пачино. Вот так вот, да. Всем большое спасибо. Если вам интересно то, что я делаю, вы всегда можете меня поддержать. Все ссылки в шапке профиля. Пришел вопрос от зрителя, видел ли я когда-нибудь китов на карте. Один раз видел. Да, я тоже таким вопросом задавался, и один раз я нашел этих китов и бросил эту затею. Больше не хочу этим заниматься, это на самом деле сложно все сделать, особенно из-за того, что снимки постоянно обновляются, а киты, они вот такие существа, что они берут и пропадают с поля зрения моментально, и камере очень тяжело их поймать. Вот, для того, чтобы нам найти китов, перемещаемся на Гавайи, вот они, эти острова, вот, но использовать стандартную карту вот эту мы не будем, потому что здесь нет истории просмотра целых вот таких вот больших пространств, да, только где-то вот на дорогах можно посмотреть снимки с историей. Для того, чтобы нам посмотреть историю большой площади, да, или океана, нужно нам попасть на приложение Google Земля. Вот по первой ссылке, да, пишем Google Земля скачать. Вот, пожалуйста, первая ссылка, нам выскакивает вот это, и вот качаем Google Планета для компьютера.
у вас появляется вот такое приложение. Здесь такой вот шарик, можно его крутить как хотите. Африка, Южная и Северная Америка, Центральная, Гренландия, вот, Арктика, Евразия, Антарктида. Пожалуйста, изучайте, крутите. Здесь другие планеты есть еще. Можно вот так вот отдалить далеко. В общем, интересная такая штука. Изучайте, если у вас нет. И вот я координаты забил. Давайте мы переместимся туда, в это место. На Гавайи. Здесь, что примечательно, рядышком у нас находится самый большой наземный вулкан в мире, да, Мауна-Лоа на Гавайях. Вот, 4169 метров, второй на Земле после массива Таму. Да, но Таму — это подводный вулкан, да, подводный массив. А значит, этот вулкан, Мауна-Лоа, точнее, извиняюсь, он первый на Земле, то есть на поверхности. Вот, самый большой вулкан, он активный, поэтому может бабахнуть неплохо. Вот, киты у нас, значит, вот здесь. Нам нужно, вот здесь есть кнопка «История просмотра» с часиками, и нам нужно выбрать март или апрель 2013 года. Сейчас отмотаем. Вот, 4-13. Приближаем. И вот наши киты. Вот они. Ну, то это касатки или кашалоты, я не знаю. Ну, скорее всего, касатки какие-то. Вот, ну, не разбираюсь в китах, поэтому как бы сами определите. Но вот эти киты. 1, 2, 3, 4, 5 особей. И, возможно, вот здесь вот еще 6-я. Вот. Большое спасибо за просмотр. Если вы хотите меня поддержать, все ссылки в шапке профиля. Хочу вам рассказать про такое вот чудо, которое есть на нашей планете. Давайте же поймем, как это называется и где оно находится. Это так называемый глаз Африки, глаз Сахары или на арабском Кальб-эр-Ришат. Располагается он в Мавритании, точнее в ее части пустыни Сахара, рядом с поселением У-Адан. Вот этот глаз, его видно из космоса. Вот, и таким вот образом эта структура выглядит. Очень красиво, да, действительно напоминает глаз, даже вот этот вот блик, как будто бы, да, на зрачке. То есть вот такая вот вещь. Сначала может показаться, что это кратер от падения метеорита, но это вообще не так. Вот, из-за того, что дно имеет плоскую форму и отсутствуют породы со следами ударного воздействия, то есть это естественного происхождения. Давайте поближе познакомимся с ним, да, какие фотографии здесь есть. Фотографий много приложено. Вот такая фотография с воздуха, да, вот видно, в принципе, практически все кольца такие вот. Дальше еще есть, я знаю, фотография с самолета, можно посмотреть, да, вот такая вот фотография. Ну, немножко качество хромает, вот. И из космоса, да, вот такая вот красивая фотография, это снято прямо из космоса. По-моему, с МКС эта фотография, вот. В структуре Ришата найдены так называемые интрузии. Вот здесь вот они в составе всего этого дела состоят. Интрузии — это такие тела, сложенные магматическими горными породами, которые закристаллизовались внутри земной коры. Вот, и потом под воздействием движений там уже этой самой коры они вот таким образом вышли наружу. Вот. А есть еще, кстати, зеленые участки, да, вот проглядываются такие вот зеленоватые участки, вот здесь, вот тут. Это редкая растительность, которая здесь растет. Вот, и если посмотреть фотографии, мы эту растительность сможем найти. Да, ну вот, например, вот такая вот растительность, да, вот какие-то кустики, трава какая-то растет. Это вот из-за этого у него такой вот зеленоватый оттенок, да, вот здесь это тоже видно. Я еще знаю, здесь человечка можно уронить вот сюда и посмотреть сверху на него, вот с высоты птичьего полета, тоже такое грандиозное зрелище. Вот. Глаз пустыни получил широкую известность в 1965 году, когда его впервые там из космоса сняли. Вот. И диаметр этого всего дела 50 километров, а возраст, ну, составляет примерно где-то 95-105 миллионов лет. Да, вот такая вот штука есть в Мавритании. Даже кто-то в комментариях просил меня про нее рассказать. Вот я это сделал. Все координаты будут в описании. А если вам нравится то, чем я занимаюсь, и хотите меня поддержать, все ссылки будут в шапке профиля. Узнаем мир вместе. Спасибо. Вы знаете, что раньше на Google картах можно было увидеть Питера Динклейджа, того самого Тириона Ланнистера,
ставьте на паузу или скриншотик, чтобы самим посмотреть. Вот здесь вот, в общем, эти координаты смыкаются. Но это было раньше, да? Тимберлайн Трейл и Берроуз Драйв. Именно вот на этом до 19. Так, ребята, давайте разбираться. Мое прошлое видео про таинственный самолет в лесу улетело в космос по просмотрам, и вы все молодцы, вы справились с моим заданием. Разгадали загадку этого воздушного судна. Но вот для вас новая загадка, на которую я не могу найти ответ, и, возможно, коллективным разумом мы его найдем. Нас интересует город Бостон в Соединенных Штатах Америки. И вот что здесь я увидел. Значит, вот Бостон, дальше нас интересует местечко Аллертон, и мы идем в Массачусетский залив. Вот это вот что такое под водой? Это самолет. Может быть, фотография такая, я не знаю, может быть, он летит и как-то так отсвечивает, что он синего цвета, но он под водой. Ну, видно, ну, я не знаю. Самолет под водой. Я почитал несколько историй о крушениях в Массачусетском заливе, но были крушения, да, самолеты падали на воду или садились на воду, экстренная посадка, но там, ну, самолеты совершенно другие по размерам. Здесь видно, что вот два двигателя у него здесь есть, а там были легкомоторные самолеты. Либо же самолет садился, если он был большой, то где-то рядом с городом, и там все выживали, и самолет вытаскивали там и так далее. Ну, то есть, вот загадку этого самолета я не разгадал. То есть, сам факт его нахождения здесь, он как бы есть, а что это за самолет и как он тут оказался, причем в таком целом виде затонул, я не знаю. Я посмотрел на Google Земле этот самолет, да, смерил его. Крылья у него размах примерно 33 метра, да, там 32 условно. А по длине этот самолет, ну, там 42 метра где-то примерно. Ну, то есть это такой, я не знаю, как чартерный самолет, что ли. Вот, так что давайте разбираться вместе. Помогайте, буду читать все ваши комментарии, что вы скажете. Включайте сыщиков, поехали. Всем спасибо. Ну, а если вам нравится то, что я делаю, вы всегда можете меня поддержать. Все ссылки в шапке профиля. Давайте узнаем мир вместе. Один из подписчиков просит меня показать на карте место гибели Тупака. Ну что же, давайте поговорим про Лисейна Перриша Крукса. Вот он такой у нас. Помните, да, его? Это один из величайших хип-хоп исполнителей в истории вообще. У Тупака 11 студийных альбомов, там 6 из которых вышли вообще после его смерти. Вот. Продано более 80 миллионов копий. Тем самым он стал самым продаваемым рэпером в истории вообще. Вот. А в 23-м году Тупаку открыли звезду на Голливудской аллее славы. Вот она, такая звезда у него. Ну что ж, давайте найдем то место, где все это произошло. Я немножко расскажу про день, когда все это случилось. Вот. Для начала найдем то место. Вот, значит, все это произошло на пересечении Восток Фламинго Роуд и Коваль Лейн. Вот здесь вот, в этом месте все это произошло. Вообще, на самом деле, мне, вот видите, даже написано Тупак Шакур Мемориал. Вот, но мемориалом это сложно назвать, потому что это недоразумение какое-то, не должно такого быть. Вот, ту культуру, которую он поднял, и ту историю, которую он за собой ведет, Тупак, да, он не заслуживает, что у него мемориал, это просто столб. Вот, это Тупак Мемориал, именно здесь все и произошло. Да, то есть 7 сентября 1996 года он был на боксерском поединке между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном. Или Селдоном. Вот, уже после боя, да, у него там случилась потасовка с каким-то представителем другой банды. Вот, их растащили, и он с товарищем поехал в клуб. Вот, и на этом перекрестке, точнее даже до этого перекрестка, вот, на одном из светофоров их сфотографировал фанат, да, вот этот снимок был знаменитый,
Это его последняя фотография прижизненная Тупака, да, вот их фанат сфотографировал на каком-то перекрестке. А уже проехав чуть дальше, вот до этого перекрестка, который я показываю, здесь с ними поравнялся Escalade, вот, и Тупака, соответственно, подстрелили. Вот, подстрелили его, попало несколько пуль в него, вот, машина с места аварии, да, то есть и колеса здесь пробитые, вот, и двери открыты, вот на BMW на такой он двигался, попало в него несколько пуль, он остался живой, на тот момент его госпитализировали в больницу, вот, он даже там пришел в себя, пытался вставать с кровати, но потом его ввели в искусственную кому, чтобы остановить внутреннее кровотечение, но из которого он не вышел, и, к сожалению, 13 сентября 1996 года Тупак умер. Вот. Его кремировали, его прах был развеян, кто говорит, что был скурен и так далее. В общем, вот это место, координаты я его скину. Вот, и если вам нравится, что я делаю, вы всегда можете меня поддержать. Все ссылки будут в шапке профиля. Переходите, вот, и посмотрите. Благодарю. Пришел запрос от зрителя показать один из немногих оставшихся экрана Лунь на Земле. Ну что же, давайте с удовольствием это сделаем, перемещаемся в Дагестан. Здесь, чуть ниже Махачкалы, есть город Дербент. И вот как раз таки рядом с ним и находится тот самый ракетный корабль экраноплан Лунь. Вот, это советский ракетоносец, разработанный ЦКБ Алексеева в Нижнем Новгороде. Вот у нас город Дербент, и вот он пляж, на котором и находится этот экраноплан. Давайте на него посмотрим поближе. Вот такая фотография, да, и пару слов о нем. Он был спущен на воду в 1986 году. Но его уникальность, она вообще в том, что он единственный в своем роде. Да, изначально планировалось 8 таких аппаратов, но после распада Советского Союза проект остановили, и Лунь оказался первым, по сути, да, и последним полностью доработанным судном, которое так и не приняло участие ни в одной военной операции. Вот, на пляж его сюда пригнали. Давайте еще посмотрим пару фотографий. Вот такая есть фотография рядом с крылом, да, ну, где двигатели. И вот еще есть фотография сзади, мне вот нравится. Да, видно, что вот сзади есть такая у него место для человека, который контролирует, что происходит сзади судна. Тоже очень интересно, да, редко такое увидишь где-то на какой-то технике. Ну и огромные крылья задние тоже впечатляют масштабы. Так, и давайте сейчас переключимся еще вот сюда. Посмотрим на него спереди. Вот. Много лет вообще этот экраноплан был законсервирован в сухом доке после того, как их сняли с производства и забыли про них. Вот. А в 2020 году его транспортировали из Каспийска вот как раз таки сюда на пляж под Дербент, где строился парк Патриот. Вот. Длина у него 73 метра, высота 19 метров, а размах крыльев у него 44 метра. Масса 243 тысячи килограмм, и вот это все, вот это здоровое вот это судно могло развивать скорость до 500 километров в час. Вот, да, находится он на территории парка Патриот. Видно вот сверху, что это все строится, застраивается. В нем не только экраноплан стоит, да, и другая техника. Даже вот сверху видно, какие-то самолеты стоят. И если посмотреть фотографии, здесь и вертолеты есть, и какие-то вот такие вот штуки, да, и вот такие самолеты здесь стоят. В общем, парк строится. Если вы из Дагестана, напишите, достраивается он или нет, или какие там вообще сроки и новости есть по поводу этого парка. Вот, и также можно уронить человечка и посмотреть на него с пляжа. Вот, всем большое спасибо за просмотр, зрителю большое спасибо за запрос. Вот, если вы хотите меня поддержать как автора, все ссылки будут в шапке профиля. Один из подписчиков попросил меня рассказать про Кондер, загадочный горный массив России, который находится в военно-майском районе Хабаровского края. И вот он у меня открыт, и Кондер уже сразу видно невооруженным взглядом. Да, идем вот Хабаровск, идем на север почти прям до конца, и вот он, этот головастик, вот его видно. Вот так он выглядит с космоса. Да, пару слов про него. Вот. Добраться до этого Кондера можно только вертолетом или по зимникам, да? Но обычным туристам или искателям приключений попасть туда не является, к сожалению, возможным, потому что Кондер, как известно, да, это крупнейшая в мире
одно из крупнейших в мире месторождений платины. Вот, и это место охраняется государством, поэтому здесь мы можем довольствоваться только снимками с воздуха и вот можем наблюдать его красоту. Вот как он с воздуха выглядит, давайте посмотрим, да, вот такая вот фотография, отличная, да, ну, качество не очень, да, вот фотография получше видно. Или вот такая фотография, например. Вот здесь вообще шикарные виды. Вот, да, с воздуха это все выглядит как идеальное кольцо, да, вот оно такое вот. Ну, всего лишь в одном месте его как бы разрывает одноименная река. Вот здесь вот. Да, диаметр этого кольца примерно 8 километров, а высота достигает 1400 метров. Вот. И по-научному это все называется, да, вот это образование, что оно состоит, да, или сложено из щелочно-ультраосновных изверженных пород. Вот такое вот понятие. Вот. И есть мнение, что все это образовалось в результате падения метеорита. Вот. Давайте посмотрим еще, какие фотографии есть. Известно, да, что здесь добывают платину, да, ну, вот такой вот, да, очень похоже на кратер, как будто бы когда-то давно бабахнуло очень сильно. Вот, но есть понимание, да, что это все, возможно, образовалось около 63 тысяч лет назад. Вот. В 1984 году здесь началась разработка земли, да, начали добывать платину, вот, активно. Ну, вот прямо в жерле, получается, вот здесь все раскопали и начали добывать. Вот. И, кстати, нашли самый большой слиток здесь, который был найден. Он весил 3,5 килограмма. Платины слиток нашли. Ну, слиток в кавычках, естественно. И примерно за 30 лет с начала добычи было найдено около 100 тонн этого металла. Вот. Сейчас идет второй этап разработки. Да? Вот старатели начали уже русло обрабатывать вот здесь вот. Да, вот здесь у них как бы база, аэропорт. Да, вот... рудник написано. И скоро начнется третья стадия разработки. Вот здесь вот они уже себе наметили, вплоть до этой вот реки. Так что вот такое место, можете на него посмотреть, координаты будут в описании, а меня поддержать вы всегда можете, все ссылки в описании. Спасибо.